Не надо лгать, не надо верить. Счастье, везение, удача. Отрицательная энергетика. Ну, то есть, получается, положительная энергетика и отрицательная. Инь-янь. Оберег. Смерть – это оберег? Ну, в некоторых культурах это считается оберег. Трошин Виктор Викторович. 22.10.1997 года рождения. Орловская область, Знаменский район, деревня Михайловка, улица Новая, дом 14. Проживал по месту рождения. Учился в городе Орел и там, ну, то есть у девушек жил и так далее. Как попал в армию? Зоны. Подписал контракт. Употребление и хранение. Дали 3 года, 10 месяцев, из них отсидел 3,5. Поехала крыша, скажем так, и я подписал контракт. Приехала Минобороны на лагерь и агитировала контракт. Контракт я подписал 16 сентября и попал в плен 18-го. 2 месяца почти был в госпитале. У меня было ранение осколочное, сквозное голени левой. Мы шли на штурм, и нас кассетками, и минометами, и птичками накрыло. Тебя учили воевать? Только 10 дней, вот, и была перестрелка. Ты считаешь, этого достаточно для того, чтобы воевать? Нет, мне не выплатили губернаторские. В нашей области никому не выплачивают губернатора, я интересовался. Бедная область. И что, это повод не выплачивать? Получается, да. В госпитале мне оказывали перевязку ежедневную и ходил на уколы. Меня выписали, еще рана была не до конца зажита. Там особо долго не держат, то есть привозят новых. Либо, нужно возвращать в ряды, потому что нехватка народа. Я считаю, это ненормально. Я видел людей, которых выписывали с загипсованной рукой. То есть там все ускорено, и вряд ли это куда-то дойдет. То есть, жаловаться абсолютно нет смысла. Вернули из госпиталя, привели в обычные блиндажи, вот, и 3 дня возили на полигон. Дальше мы переехали под гору. 5 дней занимались, скажем так, уборкой территории и ездили на дрова, ерундой всякой, в общем. А потом поехали на это БЗ, где меня уже взяли в плен. Наша задача заключалась в том, чтобы зайти на позицию и занять круговую оборону. На одной бэхе ехало 15 человек. Когда мы ехали, у нас прилетел камикадзе. Из 15 человек осталось 8. 2 двухсотых, а остальные 300-е. Вы их просто кинули? Мы дальше поехали, да. А почему вы решили сдаться? Потому что жить хотелось. На зону за наркоту как подсел? Подсел я под глупость, скажем так, были проблемы там с девушкой. 21 начал, 22 закрыли. Где ты отсидел еще раз сколько? 3,5 года. Из 3 и 10. А чего ты не досидел? Тебе там ерунду оставалось сидеть. Решил любым способом выйти из тюрьмы. Я считаю, лучше бы остался досиживать. Ты решил пойти в Украину и убивать людей? Так получается, хотел пропетлять. Мать твоя знала, что ты контракт подписал? Да, она знала и была категорически против. Она сказала, не смей, была истерика, слезы. Зачем ты это сделал? Дурак, сказала. Что ты творишь? Тебе осталось вообще ничего сидеть-то. Это, смерть самая ужасная. Когда 23-й полки мы шли, и буквально через каждых 3-4 метра лежит тело. Достаточно много, их никто не забирает, потому что либо они никому не нужны пока, либо туда постоянные прилеты, поэтому и не забирают, не хотят рисковать. Наверное, вообще президент хуйло. Да никакой мотивации нет, в принципе, никто не хочет воевать. Многие идут, чтобы оставить свои строка. Кто-то петляет там, делает самострел, что-то в этом духе. Один попросил другого, чтобы он ему прострелил колено. И он ему прострелил, и его списали.
не подписывать ни в коем случае. Сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Те, кто идут добровольно, подписывать контракт, просто не подписывать. Не брать ручку и вообще не подходить. Вообще, это ваша территория, получается. То, что Россия вторглась в вашу, в вашу территорию, я, допустим, не понимаю. То есть Украина отстаивает свои земли,